У президента сегодня с утра идет достаточно активный рабочий график. В основном продолжаются встречи и внутренние совещания. Уже был у президента на беседе президент РСПП, Российского союза промышленников и предпринимателей, Александр Шохин. Обстоятельная беседа, материал уже вам доступен, или уже он появился на сайте распечатка, скорее всего, уже появился, содержание доступно. Основные вопросы, которые на повестке дня РСПП, в том числе в развитии тех обсуждений, которые состоялись в рамках недавнего съезда этой важной организации нашего бизнеса. Важная также тема инициативы по Институту уполномоченного по правам предпринимателей. Собственно, инициатива сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано на беседе, больше общественно-государственного института. И в этой связи будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон. Ну и уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции, свою должность президента РСПП. Вот это такая важная для предпринимательского сообщества новость на сегодняшний день. Вот что я хотел вам сказать по графику президента. Кроме того, президент, конечно, готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра. Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом Токаевым. Очень важное общение. Велась очень серьезная подготовка к этому визиту. Собственно, и завтра, и на следующий день будет представительная российская делегация во главе с президентом работать в Астане. Послезавтра уже президент будет принимать участие также в Астане в саммите ВЕС. Какие у вас есть вопросы, если они есть? Добрый день, Российская газета. Можно один уточняющий вопрос и еще один вопрос? Да, пожалуйста. У меня первый вопрос по поводу Шохина, то, что он станет уполномоченным. Все-таки он возглавит организацию, да? Я правильно понимаю? Ведь институт уполномоченного фактически прекратит свое существование. Нет, институт уполномоченного останется. Он единственное, что у него будет другой формат, другая форма. Это не будет государственный институт, институт госслужбы. Это не будет государственная должность, а это будет такая, скорее общественная должность. Я поняла, спасибо. И еще один вопрос. Вчера наш МИД информировал Вашингтон о том, что мы будем наносить удары по объектам в Киеве. Известно ли, как Вашингтон отреагировал на наше предупреждение? Пока мы такой информацией не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, от представителя Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы. Спасибо. Еще? Дмитрий Сергеевич Рейтер, позволите? Да, пожалуйста. Спасибо вам большое. Дмитрий Антонов, агентство Рейтер. Возвращаясь к предупреждению МИД об ударах по Киеву, там говорится, что они будут системными. И значит ли это, что они будут ежедневными или повторяться с какой-то периодичностью? Может быть, вы сможете сказать какие-то детали? Системность – это же не периодичность. Это не равняется периодичности, системность. Собственно, в заявлении МИДа все исчерпывающе было сказано.
Спасибо. Комсомольская правда, можно, Дмитрий Сергеевич? Да, пожалуйста. Александр Гамов, Комсомольская правда. Дмитрий Сергеевич, как в Кремле отнеслись к решению главарей киевского режима создать столицу Украины так называемый пантеон национальных героев, это я беру в кавычках два слова, уже привезли из-за границы и перезахоронили прах нациста Мельника, на очереди Петлюра и так далее. У них там большой список. Спасибо. Режим демонстрирует свою сущность, режим демонстрирует свою коричневую окраску. Проявление неонацизма – это очень опасно для Европы. Я знаю, что уже была реакция из Израиля на этот счет. Мы относимся к этому крайне негативно. Собственно, фактически в центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем.